Всем доброго раннего утра. Друзья мои, перед вами алтарь. Алтарь Вуду. И мы с вами сегодня проведем очень интересный и очень сильный ритуал. Этот ритуал уходит корнями в Африку, в магию Вуду. Однако есть некоторая смесь, если можно так назвать, сантерии. Потому как определенные травы, определенные злаки, определенные вещества, ну, в этом случае только травы и злаки, использовались в африканской магии всегда. Но когда людей из Африки во времена рабовладельчества перевозили в Америку, в Европу, то эти люди, естественно, привозили с собой свою культуру. Если кто-то хочет подробно узнать о магии Вуду, советую вам посмотреть мою лекцию «Вуду», и тогда у вас будет полное представление. Я вам дарила денежный капкан. У меня был такой ритуал. Капкан для денег. Различные защитные бутыль ведьмин. Сегодня я хочу вам подарить ритуал, который называется джамбо. Приманка. Денежная приманка. Приманивать деньги, звать деньги теми ингредиентами, которые в магии Вуду считались священными и несущими радость, счастье, изобилие и так далее. Итак, что вам нужно? Черный алтарь, разложить украшения, золотые вещи. Те люди, которые спрашивают, а что делать, если у нас нет серебра, золота, начните ритуалы попроще. И когда вы это все накопите, соберете, тогда уже делайте ритуалы посложнее. Сразу не кидайтесь, не бросайтесь на более сложные ритуалы. Вот здесь, в этой емкости, ну, в этих маленьких рюмочках, чашечках, или как там, ну да, кофейные чашки, там определенные злаки и травы. Значит, вам нужно найти, купить, собрать. Я думаю, это несложно в наше время. Сейчас можно достать что угодно. В принципе, это можно купить в магазине. Значит, первый розмарин сухой, сухая трава. Гвоздика. Розмарин считался связующим звеном между миром духов и людьми. И окуривали розмарин испокон веков. Считалось, что запах розмарина лечит головные боли, снимает усталость и так далее. Принимали ванную с розмарином. Потом розмарин начали использовать именно как ингредиент в еде. Следующее. Гвоздика. Гвоздика обладает анестезирующим, то есть как анестезирующее средство. Если пожевать несколько гвоздик, то у вас онемеет язык, потому что это местная анестезия. Далее гвоздика повышает тонус, может поднять, то есть повышать и давление. Но не у всех это действует, но в принципе повышает давление. Чай с гвоздикой дает такой некий пряный привкус, но еще и поднимает состояние, то есть тонус. Испокон веков древние средства использовали и как еду, использовали и как напиток. Корица. Корица считается деревом удачи, это уже у американцев. Поэтому я и говорю, что это и ритуал Вуду, но и отчасти сантерия, потому что определенные травы и прочее в Африке не использовались. Но потом начали использоваться, то есть приспособили и к местному колориту. Корица – денежный порошок или в порошковом виде, или в таком виде, но здесь используется в порошковом. Считалось, что корица притягивает деньги и удачу. Если посыпать возле дома корицу, то притягивает удачу. Почему? Вот
травы определенные. Откройте, посмотрите мою лекцию «Травы в магии». Просто определенные травы веками привлекали определенных духов. И поэтому есть травы, которые то есть использовали для порчи, есть травы любовные, есть травы нейтральные, они везде используют. Но корица, она в основном, по большей части, в магии любовной и денежной. Больше денежной. Далее. Маг. Маг считается вообще, то есть злаком. Маг считается призывающим силы темные, жертвовали маг, на маг начитывали от сглаза, на маг начитывали для защиты, на маг начитывали для денег. Сколько мака, столько денег мне в карман. Как из мака ничего не растет, так и враг мне навредить не сможет и так далее. Маг в основном очень часто вообще используют в торговле. Начитывают на маг и сыпят. Это притягивают клиентов у конкурентов. Следующее. Мята. Мята считается трава или напиток богов. В Греции, а после уже и в Древней Армении почитали мята. Мята имеет несколько разновидностей. Один из них, то есть одна из разновидностей горной мяты, это дахц, так называли. И мята очень дорого стоила одно время, и это было не крестьянской травой, потому что его нужно было обработать особым образом, и там нужны были определенные станки, определенные там добавки и прочее, и бедные люди себе это не могли позволить. Мята очищает организм, выводит всякие гной, шлаки и прочее. И считалось, что мята помогает женщинам избавиться от излишнего, что в организме есть, и что мешает им родить ребенка. То есть вот они бесплодие определенное время излечивали маком, заговаривали мак, мята, пили чай или так пили, как в лечебных целях. Поэтому мята считается напитком богов и опять же притягивает к себе нечто удачное, удачную энергетику. И пшеница, естественно, которым обогащают, и пшеница, которая считается кормилицей всего живого на земле, и пшеница, хлеб, самое главное, да, это еда, это сила еды, это сила жизни, это энергия жизни, пшеница. Вам нужна будет вот такая бутыль, удобная в использовании. Далее, 10 маленьких мелких монет. Спросите, в странах, где нет монет, как провести? Никак. Попросите из другой страны, чтобы вам отправили эти монеты. Пусть будут другие там, но чтобы эти монеты были не старого образца, которые уже вышли из обихода, а те, которые используются сейчас, денежная единица. Потому что без монет в этом ритуале никак не обойтись. Далее. Какая будет бутыль, это тоже не столь важно. Более широкое горлышко, более узкое, неважно. Главное, чтобы все, что здесь есть, это все туда поместилось. Первый раз проводите вот подобным образом ритуал. Нужен алтарь, нужны все эти ингредиенты. Начитываете 6 раз на бутыль, закрывайте и прячете на кухне. Прячете там, где у вас еда, где вы готовите и так далее. И каждый день, сколько вы будете помнить, раз в неделю, каждый день, насколько чаще вы это сделаете, тем сильнее ваша связь с деньгами, приманка. То есть она притягивает деньги. Там все ингредиенты, которые притягивают удачу, деньги, денежную удачу, но еще и монеты, которые своих братьев и сестер тянут к вам. Достаете, нужно стряхнуть, так слегка. И начитывайте 6 раз этот заговор. И прячете обратно. И через некоторое время вы увидите, что у вас будет денег хватать и на еду, и на обновы, и на какие-то новые планы, и на ремонт, на все. Будут идти и идти. Этот ритуал обеспечивает и
поток больших денег и маленьких денег. По-разному, понимаете, здесь то большие могут прийти, то маленькие. Но у вас всегда будет еда, всегда будет обнова, всегда вы сможете накопить на свою мечту, смотря у кого какая работа, насколько часто, то есть насколько быстро эти деньги накопятся. Теперь я вам покажу, как это нужно провести. Здесь произносится известная фраза из магии Вуду Акуна Матата. Переводят неправильно, не жизнь без забот, а вольготная жизнь, богатая жизнь, обеспеченная жизнь, жизнь достатки. Акуна Матата. У них пожелание даже такое, то есть особенно в ЮАР. Там желаю вам удачной жизни. Акуна Матата, то есть будьте здравы, живите хорошо, живите богато, богатство вам и так далее. Это именно эту фразу поэтому и использовали в этом мультфильме, поскольку это очень известная фраза. Но вы скоро увидите, насколько, какой силой обладает эта фраза и насколько она непростая. Итак, друзья мои, начнем. Сначала вот это все туда, значит, сыпем. И после 6 раз сверху читаем заговор. Итак, берем бутыль. Давайте мы это все приблизим сюда. Вот 10 монет. Далее этот чуть-чуть отодвигаем. Отводим ближе. Вот такая маленькая ложка. Она испачкалась этой корицей. Но ничего страшного. Начнем. Итак, давайте гвоздику вначале попробуем вот так. Если получится, не получится, значит ложкой. Так. Угу. Гвоздика. Следующий у нас мак. Давайте вот таким образом сыпать. Замечательно. Следующее у нас мята. Угу. Далее корица. Давайте вот так сделаем, чтобы вам было видно. Угу. Ой. Чуть-чуть испачкалось, но это не страшно. Далее пшено. Нет, пшеница. Не пшено, извиняюсь, неправильно сказала. Пшеница. Пшено – это еда для птиц. Ну и не только, но в основном. И розмарин. Угу. Так, вот таким образом все это перемешиваем. Теперь кидаем деньги. То есть вот эти вот. Смотри, вот все. Должна полезть, потому что я пробовала. Сейчас попробую еще раз. Представляете, как я была неприятно удивлена, когда оказалось, что даже вот эти 10 копеек сюда не лезут. Мне пришлось взять вот из тех денег, которые мне с Италии отправили, итальянские вот эти вот монеты. Кстати, там есть и старинные монеты, человек отправила. Спасибо большое. Там внизу были старинные монеты, я позже заметила. Я просто когда перевернула, чтобы эти деньги пересчитать, я как-нибудь эти монеты вновь вам покажу. И я заметила эти старинные монеты. Спасибо, это для моей коллекции. Итак, вот эти вот единички. Хорошо, что я нашла 10 штук. Монеты есть монеты, здесь разницы никакой. Но я просто переживала, я думаю, как же так? Я вроде как бы испробовала, они вошли. Я думаю, ну, значит, они влезут. Как ты не рассчитала. Теперь попробуем вот этими монетами, вот итальянскими. Главное, что они сейчас пользуются, то есть они живые деньги, поэтому разницы никакой, какие монеты. Так, начнем. Ну-ка, теперь попробуем вот эти монеты. Какой ужас. Не лезет.
Так, друзья мои, наверное, мне придется только вам показывать, потому что у меня нет времени сейчас ходить и искать и думать, что делать. Ну, я вам покажу, как это делается. А вы тогда уже сами рассчитайте. Ну, вот сапожник без сапог. У меня есть денежная приманка, но она сделана на более такую большую бутыль. Давайте-ка я бутыль поменяю. Да, хорошая мысль, кстати. Иного выхода нет. Вот я в ведьмином счастье как раз вчера вот просто взяла такую бутыль. У меня такая есть, и несколько штук осталось после работы. Но они все как бы, они все в Москве. И я думаю, дайте мне какую-нибудь бутыль с таким этим горлышком. Видимо, предчувствовала, как дело будет. Давайте сейчас это пересыплю сюда и покажу уже вот здесь. Здесь уже проблем не должно быть никаких. Все, дело сделано. Та бутыль обязательно где-нибудь пригодится, поверьте мне. Без дела не останется. В общем, вот, учтите мою ошибку. Возьмите бутыль с таким широким горлышком. Итак, 10 монет. В принципе, здесь не принципиально. Вы можете и 10 монет туда, и 20 монет. Но 10 должно быть точно. То есть меньше 10 не должно быть, а больше это уже по желанию. Но не так, чтобы прям заполнять, то есть наполнять, извиняюсь, бутыль не нужно. А нужно, чтобы было движение внутри, чтобы была некая пустота. Итак, начнем. Ну неужели и ты не идешь? Да что же это такое? Во! Фу ты. Фу ты, ну ты, а. Во. Наконец-то. Счастье полные штаны. Однако. Так. Как киса Воробьянинов сказала. Однако. Вот. Теперь закрываем. Можете для пущей верности покапать воском и запечатать, чтобы не открылось. Но здесь очень хорошо прям закрывается, поэтому даже нужды не будет ни в чем. Вот смотрите теперь. Вот это все надо перемешивать. Где-то ценник оторву, он там тут совсем не нужен. Итак, вот так перемешали. На самом деле это просто испачкалось, а внутри есть движение. Вот как видите. Держите в руке и начитывайте заговор 6 раз. И прячьте. В следующий раз вам не нужно алтари готовить, вот это все. Это делайте один раз. То есть призывайте эту денежную силу и закрываете здесь, в денежной приманке. Все. И потом, ну, насколько вы помните, хоть несколько раз в день, хоть раз в день, хоть раз в неделю, насколько часто помните, прячьте. Даже без вашего заговора каждый день эта бутыль будет притягивать деньги постоянно в вашу жизнь и в ваш дом. Но если вы начитываете, естественно, вы активизируете и усиливаете то, что изначально есть. Итак. Петея Сарафу, Песанджоу, 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 Кунифания, Таджири, Ниота Нинги, Песан Йинги, Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Кано, Машамбони, Песа, Миконoni, Мванджу, Ниота Нинги, Песан Йинги, Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Сарафу за джингле, Пига Песа, за Нюмбани, Иве Петея Сарафу, Песанджоу, 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 Кунифания, Таджири, Ниота Нинги, Песан Йинги, Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Кано, Машамбони, Песа, Миконoni, Мванджу, Ниота Нинги, Песан Йинги,
Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Сарафу за джингле. Пига песа за нюмбани. Иве хивио. Петея Сарафу, Песанджоу, Песанджоу, Песанджоу. Кунифания таджири, Ниота нинги, Песан йинги. Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Кано, Машамбони, Песа, Миконони, Мванджу, Ниотан Йинги, Песан Йинги. Акуна Матата, Акуна Матата, Акуна Матата. Сарафу за джингле. Пига песа за нюмбани. Иве хивио. Итак, как я и сказала, постарайтесь часто оттуда, значит, брать в руки эту денежную приманку, трясти и читать 6 раз. А потом обратно прячьте. Если домочадцы увидят, ничего страшного, от этого сила не теряется. Но желательно, чтобы чужие люди не трогали. Потому что это ваша тайна, ваш секрет. Хранить нужно на кухне. И через некоторое время вы сами удивитесь, что вам денег на все будет хватать. И вкусно поесть, и красиво одеваться, но еще и на определенные планы. Всем удачи и всем вольготной, богатой жизни.